Настоящий отшельник, вооруженный длинными зубами и острыми когтями. Его трудно заметить, ведь действенная маскировка дополняется неслышной поступью и отточенными рефлексами. Единственный представитель своего вида, который научился жить и охотиться в суровых зимних условиях, но не по своей вине стал самым редким представителем кошачьих в мире. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – невероятно грациозный амурский леопард. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Амурский или дальневосточный леопард – самый северный подвид леопарда. Его ареал охватывает приграничные зоны России, Китая и, возможно, Северной Кореи. По своим размерам животные немного уступают африканским родственникам. При длине тела около 2 метров средняя масса хищников едва превышает 30 килограмм, хотя крупные самцы могут весить более 50. Эти создания – прирожденные одиночки, которые без веских причин никогда не покидают своих владений. Площадь территории самок обычно чуть более 100 квадратных километров, как и у молодых самцов, но те по мере взросления могут занимать угодья площадью до 500 квадратных километров. Пятнистые хищники стараются избегать открытых участков, предпочитая горные образования, покрытые лесами, ведь здесь меньше снега зимой, а также множество естественных укрытий. Генетическая изоляция от других подвидов и особые условия обитания подарили дальневосточному леопарду ряд ключевых особенностей. Мягкий и густой мех зимой становится еще и невероятно длинным, достигая 7 сантиметров на животе, что помогает пережить даже суровые зимы. Относительно короткие лапы уменьшают потери тепла. При этом, являясь удивительно мощными и широкими, они становятся превосходными снегоступами зимой. Окраска также меняется в зависимости от сезона, становясь более бледной на фоне снега, что вместе с пятнистым рисунком превосходно маскирует охотника на фоне местности в любое время года. Как и другие кошки, амурский леопард невероятно скрытен. Он может охотиться как в сумерках и ночью, так и днем. При этом всегда старается перемещаться максимально тихо. Чтобы не издавать ни звука, хищник осторожно ступает по камням, ведь шорох лесной подстилки может выдать даже самого аккуратного охотника. На промысле леопард придерживается 2 тактик. Либо подолгу караулит цель и нападает из засады, либо выслеживает, сокращает дистанцию и настигает застигнутую врасплох жертву несколькими огромными прыжками. Его основными целями становятся пятнистые олени, косули и кабаны. При этом рацион хищника невероятно обширен. В тяжелые времена его жертвами становятся не только копытные, но и зайцы, барсуки, птицы и даже мыши. А в крайнем случае леопард способен обходиться без пищи до 2 недель. Зато крупная добыча полностью покрывает аппетиты охотника на ближайшие дни. Леопард относит ее в укромное место и возвращается снова и снова, чтобы утолить чувство голода. Его длинные и острые зубы легко справляются с прочной шкурой и замерзшей плотью, а шершавый, словно терка, язык без труда соскребает мясо с костей. Конечно, туша таких размеров привлекает внимание других хищников. Например, обладающий превосходным обонянием колонок смело набивает брюхо в отсутствии зверя. Но с появлением хозяина трофея незваный гость мгновенно исчезает. После плотной трапезы обязательным ритуалом леопарда становится тщательное избавление от посторонних запахов. Амурский леопард ненавидит воду. Как и другие кошачьи, он хороший пловец, но высушить столь длинную шерсть далеко не простая задача. Поэтому даже при наличии естественных препятствий кот всячески старается избегать водных процедур.
За исключением брачного периода, это довольно молчаливое животное, ведь им ни к чему привлекать лишнее внимание. Учитывая ареал обитания, у амурского леопарда не так много врагов. Даже столь огромный сосед, как тигр, не представляет особой опасности, ведь охотничьи угодья обоих животных довольно широки, а добыча, на которую претендуют оба хищника, обычно в изобилии. Тем не менее, тигр не любит конкурентов, но в арсенале леопарда есть острые втяжные когти, которые помогают ему с легкостью взбираться на деревья. Взрослый же тигр – настоящий тяжеловес, и ему не подвластны такие приемы. Высокие холмы становятся излюбленным местом отдыха животных, ведь здесь можно не только высматривать добычу и конкурентов, но и оставлять метки для противоположного пола. Обычно после 3 месяцев беременности на свет появляются до 3 слепых и абсолютно беззащитных детенышей, которые начинают активно покидать убежище лишь спустя пару месяцев. Однако они быстро подрастают и уже совсем скоро начинают сопровождать мать на охоте, а после и принимать в ней активное участие. Забота о потомстве может длиться до 1,5, а иногда и 2 лет. За это время дети из беспомощных котят превращаются в абсолютно самостоятельных животных, которым предстоит отправиться в собственное путешествие и освоить новые территории. Дальневосточный леопард, пожалуй, самый редкий из всех видов диких кошек в мире. Охота на него запрещена уже более полувека, но отсутствие работы и бедность как раньше, так и сейчас толкает местных жителей на браконьерство, ведь шкура и кости животных имеют высокую ценность на черном рынке. В былые времена ареал обитания животных охватывал южную часть Дальнего Востока России, земли северо-восточного Китая, а также весь Корейский полуостров. Однако к началу текущего века численность популяции оценивалась всего в 35 особей. Лишь создание заповедников, а также разработка и реализация проектов помогли частично исправить ситуацию. И сегодня в природе насчитывается уже около 130 животных, которые занимают новые территории, постепенно возвращая себе утраченное владение. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!